Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня мы с вами поделимся одной фразой, которую не стоит никогда, ни при каких обстоятельствах, да, не то чтобы говорить, нельзя ее ни произносить и не даже на эту мысль эти слова произносить мысленно. Друзья, далее все более подробно, поэтому прямо сейчас ставьте лайк этому видео. Таким образом, между нами происходит энергообмен. Это оплата за знания. Друзья, кто ставит лайк, с тем удача идет по жизни. Вы знаете, человек по своей натуре, он многогранен, он очень умен, талантлив, предприимчив, ему многое подвластно в жизни. Он может преодолеть различные сложности и проблемы, достичь определенных высот, а также стать известным и богатым. Но, тем не менее, произнося периодически самые элементарные фразы, а порой и не периодически, а несколько раз в день, человек может лишиться многого в своей жизни. Это могут быть и радостные, счастливые моменты, успехи и материальное процветание, невероятно яркие впечатления от событий, которые происходят вокруг него. Вы знаете, что все вокруг нас наделено определенной энергетикой, вибрациями, при этом как положительными, так и отрицательными. От того, каких энергий вокруг вас больше, зависит все то, что происходит с вами в вашей жизни. Каждая буква в слове, само слово, фраза наделены определенными энергетическими вибрациями. Они несут определенный в себе посыл, которого хватит, чтобы ваш мозг запустить определенную программу. Благодаря ей в вашей жизни будут происходить либо положительные события, либо наоборот негативные, которые будут разрушать вашу психику, влиять на эмоциональное состояние, а также приносить вред и всему тому, что вас окружает. Это будет касаться всех сфер вашей жизни без исключения, так как в них будут внесены, к сожалению, неблагоприятные коррективы. Люди в большинстве своем не задумываются о том, что собираются произносить вслух, так как не придают значения силе слова. Слово – это продолжение наших с вами мыслей, а с помощью мыслей мы можем притягивать в свою жизнь все то, что только пожелаем. Немаловажным являются и наши эмоции, с которыми мы что-то произносим вслух, так как, смешавшись с тембром нашего голоса, в результате получается особая энергетическая вибрация, которая способна уже на многое. Не стоит забывать, что с помощью слов можно помочь человеку полностью изменить его жизнь в лучшую сторону, либо разрушить ее, отобрав все то, что человек имеет на определенном этапе жизни. Слова способны формировать нашу жизнь, меняя в ней текущие события, моделировать неприятные моменты в самые счастливые и наоборот. Счастливое будущее можно моделировать в неприятные моменты, которые значительным образом способны ухудшить все то, что уже есть у нас в данный момент, перекрыв доступ к светлым энергиям. Вот, например, часто можно слышать такую фразу «хорошо там, где нас нет». Многие в жизни считают, что фрукты из соседнего сада слаще, вкуснее, душистей, трава там более зеленая и мягкая, а пирожное в чьих-то руках выглядит намного аппетитнее. Так уже устроено по жизни, что человек не ценит то, что он имеет, поэтому и считает, что где-то там лучше, но его там нет, а значит ему не повезло, как тому, кто находится в том месте. И эта фраза чаще всего произносится теми людьми, которые считают с абсолютной уверенностью, что где-то кому-то живется лучше, чем ему. Конечно, постоянно сравнивая чьи-то достижения и обращая внимание на чью-то внешность, дом, квартиру, а также заслуги данного человека со своими, в конечном итоге действительно можно сделать вывод, что у кого-то дела обстоят лучше, а отсюда хорошо там, где нас нет. Но если разобраться в данной ситуации, то мы с вами видим только верхушку айсберга, верхушку происходящего, а то, что там есть на самом деле, недостатки, неприятные моменты, это все скрыто от наших глаз. Не нужно забывать, что во всем и всегда есть что-то положительное и что-то отрицательное. Человек сам выбирает, что он хочет видеть на данный момент.
Нам дается только одна жизнь, и ее нужно прожить счастливо. Не нужно обращать внимание на негативные моменты в жизни. Если так поступать, они быстрее из нее будут уходить и не задерживаться. Мы уже не говорим вам о том, что вы не должны что-то желать. Возможно, кому-то где-то и лучше. Но вы должны научиться ценить то, что у вас есть на данный момент. При этом не растрачивая свои энергии по пустякам, отвлекаясь от своих важных целей. Люди в большинстве своем не ценят то, что имеют, а потеряв, расстраиваются, понимая истинную ценность того, что у них было. А они не ценили и не понимали, чем обладают и как у них на самом деле все хорошо. Человек так устроен, что думает, что чья-то жизнь намного лучше, но он не может знать всю правду о том, что же там на самом деле происходит, так как у всех есть как благоприятные и радостные моменты, так и противоположные, грустные и нежеланные. Поэтому не стоит думать, что только у вас все плохо, а там где-то у кого-то лучше. Лучше каждый может быть счастливым вот прямо в данный момент, прямо сейчас. Главное это принять и осознать. Но, к сожалению, мы устроены так, что в большинстве замечаем только негативную сторону. Из-за этого мы с вами будем продолжать думать, что где-то лучше, и мысленно стремиться туда, отстраняясь от того, что пыталось прийти хорошего в нашу жизнь, показывая, что в этом нет нужды. Поэтому нужно осознать, что даже если мы окажемся в том месте, где мы с вами мечтали быть, мы все свои проблемы и недостатки, ситуации просто-напросто перенесем с собой, и точно так же и в другом месте возникнут проблемы, которые также будут продолжать тревожить нас, которые не получится, к сожалению, обойти. Жить без проблем еще никому не удавалось. Есть люди, которые к проблемам относятся легко, а есть те, кто зацикливаются на них. Поэтому живите сегодняшним днем, цените то, что имеете, и не нужно произносить эту разрушающую вашу жизнь фразу, что там хорошо, где нас нет. Мозг человека устроен так, что он все время считает, что где-то лучше, наполняя свои фантазии какими-то мечтами, рисуя красивые картинки, а увидев это в реальности, он разочаровывается. Вот попали мы туда, о чем мечтали, а здесь не все так уж и хорошо. И опять же мы продолжаем верить в то, что где-то действительно по-настоящему хорошо, но просто там мы еще не были. Поэтому знайте, где бы вы ни находились, там действительно хорошо, только вот имеет эта особенность оцениваться с опозданием. Давайте рассмотрим каждое из слов по отдельности, которые заключены в этой разрушительной фразе. Разберем, какой же энергетикой они наделены и что же они несут в себе. Итак, первое слово «хорошо». Слово имеет положительные вибрации. Они отправляют в мозг человека посыл, связанный с гармонией, со спокойствием, а также с тем, что у него в жизни все делается правильно, вызывая положительные эмоции в данный момент. Вибрации последующих слов полностью перечеркнут все то положительное, что заложено в первом слове. Итак, второе слово у нас «там». С этим словом наблюдается «уходи», невосприятие реальности. Что значит «там», что это «там» находится. Где-то там находится. Это объяснить не может никто. Это что-то неопределенное, неконкретное. А значит, если разобрать несуществующее на данный момент. Это слово с плохими вибрациями, и оно способно открывать человека от реальных событий, происходящих на данном этапе в его жизни. Это значит, что он уже перестает ориентироваться в реальности, оглядываясь по сторонам. Он ищет чудеса, стремится к чему-то несбыточному, забывая о том, что чудеса можно создать только собственными руками, притянув нужные энергии в помощь, но не чьими-то другими и недосягаемыми. Третье слово «где». А вот в нем заключены вибрации, связанные с потерянностью и запутанностью. Это происходит где-то там, а где никто не может ответить на данный вопрос. Человек ищет что-то, но что именно никто не знает. Да и сам он не сможет объяснить. Это как в сказке. Нужно идти туда, не знаю куда, принести то, сам не зная что. Четвертое слово «нас». Энергетические вибрации этого слова тесно связаны с вибрациями слова «вас». И возникает в данном случае вопрос, кого это «вас»? Нас нужно поискать где-то там.
Знаете, это связано с тем, что человек уходит от ответственности и не собирается отвечать за происходящее в его жизни. Пятое слово – это «нет», которое наполнено отрицательными вибрациями, и с его помощью запускается сигнал, несущий в себе опасность и разочарование. Если взять во внимание всю фразу полностью «хорошо там, где нас нет», то она несет в себе лишь негативный посыл. Произнося ее, вы отказываетесь от светлых энергий, которые поступают в вашу жизнь. Вы перекрываете каналы, через которые поступает радость в вашу жизнь. Вы не хотите замечать ничего положительного, что наполняет вашу жизнь и происходит вокруг вас. Думаете, что жизни у вас несколько, а не одна, которую вы должны прожить с пользой только для себя. Часто можно наблюдать и такую ситуацию, когда встретились двое, один из которых говорит другому «хорошо так, где нас нет». А другой положительно кивает в ответ головой, соглашаясь с ним. Не чтобы возразить и тем самым отбить притягаемый в данный момент негатив, сказав, что хорошо здесь, в настоящий момент, что лучше нигде не будет и не бывает. А человек, махая головой, просто и легко впускает в свою жизнь чужую фразу, которая произносит ему проблема. А когда это происходит, начинает удивляться, а что же повлияло на то, что в ней начало происходить что-то непонятное, что страшные, непредвиденные события начали наполнять его жизнь. А все, если разобраться, на самом деле все очень просто. На тот момент данный человек забыл, что слово несет в себе определенную энергетику, что она несет в себе в данном случае негативный настрой, что передаются энергетические вибрации очень быстро, а вред от них не заставляет себя долго ждать. Не только не стоит повторять эту фразу, но избавьте от нее ваши мысли. Следите внимательно за тем, чтобы даже случайно они не вырывались у вас в разговоре, дабы не давать негативным установкам себе. Замените ее на другие фразы, которые несут в себе положительную энергетику. Например, «хорошо в том месте, где есть я» или «где я, там хорошо». Помните, радостью и счастью всегда есть место рядом с вами. Вы ее заметите, если пристально посмотрите на то, что вас окружает, и на то, что вы имеете. Тщательно подбирайте слова и выражения, когда собираетесь произносить, чтобы потом не пришлось вам жалеть о том, что уже сказано, и о том вреде, который это вам принесло. Помните, наши мысли и наши слова непосредственно влияют на нашу жизнь, поэтому всячески старайтесь сделать так, чтобы это влияние было только положительным. Главное, вам нужно осознать, что сказать этим словом. Это значит то же самое, чтобы что-то сделать на данном этапе. Действием. Слово как ключ, способное открывать перед нами двери. А какие из них выбрать, остается решать только нам с вами. С вами, как всегда, друзья, был канал Эзотерика для тебя. Подписывайтесь, ставьте лайки, мы услышимся в следующем видео.